Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что в последние дни уходящего года, как видят карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все-таки получите. И если мы говорим про события, первую карту мы достанем, что, мои дорогие рыбы и рыбки, для вас завершится в последние дни уходящего года. Что завершится, закончится в последние дни декабря. А что нового войдет в вашу жизнь. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться в этот период. Еще одну карту достанем. Чем запомнится вам вот эти последние дни декабря? 3 важных события. Может быть, и одно событие с какими-то деталями, нюансами. Итак, давайте посмотрим, что же завершится. Но тут не завершится, тут только все начинается. Видимо, раз начинается, значит, вы подведете какие-то итоги, это точно. И приступите к какому-то делу, которое будет вам означать очень длительный какой-то период. Иногда по рыцарю Пентаклей я называю эту карту марафонского забега. Это то дело, которым мы будем заниматься лет 10-20. Вот, наверное, как по Плутону. Плутон как раз 21 января 2024 года сменит знак зодиака. Он перейдет из Козерога в знак Водолея. И это новое вдохновение. Больше индивидуализма, больше свободы, самовыражения, самореализации. Самое главное. И по этой карте как раз самореализация и проходит. Причем это, когда мы уделяем внимание только тому, что для нас надежно. По рыцарю Пентаклей нас не увлечь какими-то красивыми речами, потому что мы очень здраво смотрим. Первое. На обстановку вокруг нас. Есть, безусловно, какая-то финансовая составляющая, когда не хочется никакого риска, наоборот, его свести к минимуму. И есть ваш личный план, что вы хотите добиться, осуществить. И хоть и, говорят, рыцарь Пентаклей едет очень медленно. А почему? Он подмечает, для него как будто не существует мелочей. И правда, то, что может нам сегодня показаться пустяком, завтра закончится каким-то таким грандиозным успехом. И здесь нужно все вовремя подметить. Вот поэтому какое-то само по себе начало. Давайте посмотрим, что же нового войдет. По королеве Пентаклей у кого-то, почему нет, может быть и знакомство. Занимаясь какими-то вопросами или решая дела, вы можете столкнуться с человеком, познакомиться, который, кстати, прочно стоит на земле. Или который предпочитает развивать свое хобби, заниматься своим ремеслом, работать на самого себя. И, кстати, для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, ну для кого-то определенно будет точное решение о том, что я теперь хочу работать сам на себя. По королеве Пентаклей это сама по себе реализация. Реализация ваших планов. И у королевы Пентаклей она изображена в райском саду. По преданию она его создала своими руками. И это та мечта, цель, намерение, которое рождается ментально, а потом воплощается в реальности. Так вот, королева Пентаклей, она создает из мечты материализацию, реальность. И вот если мы говорим, что нового войдет в вашу жизнь, конечно, это может для кого-то проиграться банально. Человек, который рожден под знаком зодиака, телец, дева, козерог или имеет там асцендент. Но это еще и ваша позиция, когда вы где-то в таких же энергиях. Посмотрите. Может быть, захочется посредством финансов, больших заработков. Что такое деньги? Это способ взаимодействия с миром. Вы, может быть, сами себе поставите такую задачу. Я хочу и работать, и зарабатывать, и путешествовать. Или я хочу такую работу, которая меня не будет словно привязывать к одному месту, а позволит мне как раз как воплотить свою мечту в жизнь и при этом чувствовать себя уверенно в плане финансового эквивалента вознаграждения, так и еще и буквально передвигаться. Вот, наверное, дважды быть свободным.
Сильная позиция, кстати. И желания-то чудесные, будем говорить. Неожиданности, правда, у кого-то задумка «я ухожу». Меняю работу, меняю сферу деятельности. Вы с чем-то определяетесь. Значит, если у нас выпадает в карте восьмерка кубков в неожиданностях, есть такой момент, что если мы стоим перед какой-то задачей, которая, ну, достаточно сложна к решению, ищем словно выход, или находимся как на развилке судьбы, вы с чем-то определитесь, это точно. И здесь нам человек показан, который повернулся как будто спиной к прошлому. Он нам со спины показывает. И он просто идет вперед. Дорогу осилит идущий. Правда, какое-то новое начинание. И даже если вы это словно попробуете или чем-то, как мы говорим, да, загореться идеей, может быть такое, почему нет дважды? И вам захочется этим как и начать заниматься, как и продолжать себя как будто развивать в этом направлении. И что-то очень надежное как раз это и будет. Будьте внимательны к своим идеям, к собственным инсайтам. Потому что, как по королеве Пентаклей, сначала в ментальности зарождается желание себя либо реализовать, либо для начала попробовать в каком-то новом деле. Для кого-то из вас желание переехать и, может быть, очень далеко. И иногда проходят вопросы, связанные с домом, жилищем, правда, по королеве Пентаклей. Для нее все важно. Для кого-то из вас вопросы, связанные со здоровьем, для нее тоже это важно. Потому что она же должна самореализоваться, а что есть здоровье? Это и внешний вид, это и имидж, но это еще и возможности для того, чтобы, ну, мы осуществили тот план, и нас ничто как бы, ну, не помешало даже в плане физиологии нам это сделать. Физическая, может быть, активность. Чем запомнится последние дни декабря? Счастье, радость, комплименты, где-то и деньги, вопросы недвижимости. Правда, у каждого по-своему. Сама по себе десятка кубков – это как и карта радости, как и приятного времяпрепровождения, согласия с близкими, когда, в принципе, у вас все под контролем. Это благополучие в квадрате, если не в кубе, правда, тут сбывается. Какая-то мечта, это своего рода подведение итогов, это как и получение денег, может быть, само по себе, или подарки где-то в таком хорошем эквиваленте тоже. Или какие-то приятные известия в вашей семье, радостные какие-то известия, что-то, возможность осуществить. Может быть, вы мечтали переехать, и вот здесь какая-то оказия открывается для вас. И это будет означать не просто переезд, а еще какую-то дальнейшую перспективу вот на лет на 10-20. Какой-то очень удачный поворот судьбы у вас в конце декабря. Давайте посмотрим 3 важных события. Ну, ничего себе важное событие, но, видимо, для вас это важно. Это карта того, чего нет. Это карта внутренних сомнений, страхов. У нас изображена девушка с повязкой на глазах. Ничего не мешает, но ей кажется. Вам может что-то казаться. Это из разряда глубокой философии, потому что девушка смотрит вглубь себя, что-то вспоминает, до бесконечности анализирует и в итоге утрачивает связь с реальностью. Вот этого позволить себе никак нельзя, и нам говорят, не мешай себе. Важное событие, не мешать себе, буквально, мои дорогие, рыбы и рыбки, какой-то ненужной философией или тем, что было прежде. У вас тут на повестке этих дней уходящего года будут стоять как и перспективы, так и конкретная какая-то реальность, радость, благополучие и возможности. Не мешайте. Еще одно событие. С королем мечей вы можете, конечно, столкнуться с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Это у нас будут близнецы, весы, водолей или какое-то взаимодействие. Но по этой карте ваше решение, например, строить карьеру, получить какие-то новые возможности, новые знания. По этой карте отчасти вот есть колода добра. И там король мечей имеет такое значение. Избавиться от ментального мусора. Вот с учетом восьмерки мечей для вас, видимо, дважды. Будет важно. Но по этой карте еще могут проходить врачи, люди, работающие с металлом. И поэтому, если есть недомогание, значит, идем к врачу. Сами догадки не строим.
не анализируем. Тут надо, может быть, пройти обследование и о себе что-то узнать более конкретно. Для кого-то вопросы связаны с домом. Может быть, вы будете что-то улучшать и обращаться к специалистам, которые, если вы сами не специалист в данной области, ну, к примеру, по электрике, вот тоже могут проходить такие, ну, или любая другая какая-то область, когда именно узкий специалист нам может нужен быть. Или это правильно оценить свои силы. У кого-то могут проходить слушания в суде, может быть и медиаторство, и тогда прибегнуть к услугам адвоката или, как минимум, юриста. Может быть, есть тот вопрос, который нужно для себя знать тоже наверняка, как по тому или иному делу работает в отношении вас закон. Или, если я совершу что-то, в каком тоже контексте будет работать в отношении меня закон. Здесь нельзя строить домыслы, мои дорогие. Вот с этого не случайно, видимо, началось. Работа интеллекта и логики. Вот это как событие очень важное. Значит, что бы вы тут ни планировали, просчитывать придется. Или прибегать к услугам с узких специалистов. Давайте посмотрим третье событие. Для вас тут что-то меняется, мои дорогие. Причем колесо фортуны в этой колоде как будто в плюс. Возможности что-то не прошляпить. Некогда тут предаваться глубокой философии или искать черную кошку в темной комнате. Вы ее там не найдете, потому что ее там нет. А вот застрять как раз на глубине этих измышлений, размышлений запросто можно. Держать руку на пульсе нас приглашают. Надеяться на самих себя. Быть где-то расчетливым. И в то же время в хорошем смысле расчетливым. Потому что приходит какая-то, как оказия, возможность. Или что-то вы сейчас можете осуществить. Тут надо именно кое железо, пока горячо. Если будете себе говорить «я подумаю», вот пока вы вот на этой глубине эмоций подумаете, а как будто, может быть, и не предложит чего-то, или что-то вы можете упустить. Здесь быть и реалистом где-то, быть и прагматиком, но и вдохновиться чем-то, не упустить что-то. И самое главное, все-таки какие-то свои и финансовые позиции удерживать. Все для вас важно. Как и финансы, повторюсь, так и вдохновение. Как возможности, так и та реализация, когда мы не раздумываем долго. Правда, работа интеллекта как будто совершенно необходима. Но зато такие перспективы могут буквально в последние дни уходящего года перед вами открыться, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.